Добрый день. Возвращаясь из соседнего города, по рабочим делам ездил, увидел вот такую вот колейку из грузовых автомобилей, из фур. И вот решил снять, чтобы люди увидели, какой это хлеб дальнобойщиков. Значит, до границы примерно 25, наверное, километров, может быть 30. Вот очередь стоит от заправки Лукойл, которая перед въездом в город по трассе М1. Сколько люди будут стоять в этой очереди, я толком не знаю точно. Но я думаю, что неделю простоят в любом случае. Быть может, даже больше. Не знаю. Да, это ужас, конечно. Вот сейчас будет поворот направо, это на Козловичи, на погранпереход. Это съезд с трассы М1. Ну, наверное, это тоже трасса М1, но вот прямо в город, это так прямо мы приедем в Брестскую крепость. А это объездная города. Вот отсюда начинается. Честно говоря, даже не представляю, не знаю, как это комментировать. Это просто капец. Некоторые зададутся вопросом, кто же виноват в этом, да, почему такое скопление машин. Польские или белорусские пограничники, таможенники так работают, я не знаю. Слева у нас Тельмы, агрогородок. Вот. Проезжаем. Какие я номера вижу? Наверное, не видно, но я на камере не видно, но я вам могу сказать, что я вижу белорусский 6-й регион, Казахстан вижу, очень много российских машин. Вот, белорусские.
Седьмой регион белорусский, Минск. Первый брестчане белорусы. Опять Казахстан, Польша, Польша, Россия. Да, в этой очереди и польские, и российские. Все машины стоят вместе в очереди. Все ждут. Когда же наладится работа, не знаю кого там, пограничников, таможенников. Вот. Вот уже здесь видно, что машины стоят в два ряда. В два ряда. Немножко стояли машины, сейчас опять в один ряд. Вот на горизонте перекресток. В Бресте есть микрорайон Задворцы. Вот от этого перекрестка до погранперехода я знаю точно 15 километров. Еще 15 километров. Вот сейчас этот светофор будет. И вот отсюда будет 15 километров. Ребята стоят в очереди. Слева Брест, справа агрогородок Черни. Вот ближайший пригород города. Практически можно сказать, это по сути и есть Брест. Вот. Практически. Вот когда-то были времена, когда машины стояли отсюда. И мне казалось, елки-палки, как далеко, вот отсюда стояли машины. А теперь вы видите, эта очередь еще длиннее. Вот.
люди стоят так в очереди, открывают смены, закрывают смены. Вот. Хорошо, если денежка капает, можно стоять. А если простой у водителей как-то оплачивается по-другому или совсем не оплачивается, так извините, 5 дней. Это неделя. Я не знаю, в этой очереди, может быть, мужики больше простоят. Вот. Не очень такое. Кстати, была грузовая машина, которая перевозит животных. Я не знаю, наверное, это неправильно, если там все-таки кто-то из животных едет. Может быть, лошади, не знаю, кто там. Я думаю, что таким машинам надо без очереди, наверное, ехать. Как же? Кстати, насчет того, что как без очереди. Вот мы сейчас будем ехать, и я вам там покажу слева-справа ответвление дорог и сколько машин будет стоять здесь. Вот, кстати, в Чернях мы проезжали, да, или в Тельмах. Ну, конечно, смысла нету где-то там пристраиваться, потому что стоять-то все равно долго. А уже ближе к погранпереходу на различных ответвлениях, там вот у нас Речица или Клейники есть, вот там вот фуры стоят. Ну, я думаю, что, наверное, они надеются как-то втиснуться. Но я так не знаю, кто ж пропустит, если люди неделю там полторы отстояли в очереди и кто-то влезет. Как это? Думаю, это нехорошо очень даже. Как минимум. Ну, так мягко выражаюсь. Круговое движение опускаем. Переход Козловичи. Сколько километров? 7, наверное, осталось. Я просто еду, естественно, не стою и просто еду. Все равно довольно-таки приличное время надо. А представьте, людям все это время стоять. Да.
машина из Венгрии. Мадьярские номера. Франция. Очень много польских машин. Брестская машинка стоит. Номера ПЛ. Вот две российских машинки. Опять ПЛ. Белорусская. ПЛ. Белорусская. Все люди стоят. И брещане. Ну, во всяком случае, единичка на номерах. Машина Брестской области. Вот интересно, если бы задаться целью посчитать, сколько сейчас машин здесь. Ну, в принципе, это можно сделать, конечно. Километраж, длину машины, вычесть вот интервал между машинами, ну и грубо примерно можно это посчитать. Вот. Интервал, я так думаю, метров взять 15, например, да? Потому что где-то машины близенько стоят, а где-то через одну. Ну, а в среднем, может быть, оно то и на то примерно и было бы. Вот. Микрорайон слева у нас Катин-Бор. Вот это уже город Брест. А мы едем вперед. Я уже теперь, мне, конечно, уже надо было бы повернуть, но я просто ради спортивного интереса доеду до таможни, до кольца. Ну, а вы посмотрите, какая же это очередь и сколько машин. Ну, и, может быть, кто-то не видел, увидит, как выглядит, ну, не совсем терминал таможенный, но это практически уже оно. Вот. Встречная полоса на ремонте, ремонтируется мост. Вот. Поэтому здесь сужение такой дороги. Сейчас еду и какую-то странность начал наблюдать. Заехал на заправку, заправился, и как только заправился, ну, проехал там километров, сегодня это было в обед, 20 и 15, и машина начала подтраивать. Неужели я заправился плохим бензином? Вот, периодически то подтроит, пройдет некоторое время, нормально. Странно, надо заехать на заправку и размешать. Начать с простого.
длинный светофор. Агрогородок Клейники у нас с правой стороны. И городские Козловичи, микрорайон называется, который вот можно сейчас практически не видно наблюдать слева. Вот отсюда уже очередь небольшая. Ну, относительно все, конечно. Она небольшая, пока ты в ней не стоишь. Иногда вот мы видим машины в две колейки, да, в две очереди. Не всегда это что-то плохое, просто иногда водители уходят, закрывают смену или вообще там на выходной уходят, ведь стоять приходится много. Вот. Ну, естественно, люди просто объезжают, и потом объезжает человек этот. Вот. Люди ездят по тахографу. Значит, конечно, все эти регламенты, режимы очень жестко нужно соблюдать. Вот. И уже впереди виднеется у нас терминал. Да, я понимаю, вот выходят мужики постоять. За неделю стоявшие тут, конечно, отекают. Ой, все отекает, все, что может отекать. Поэтому кто-то, конечно, и выходит сюда подышать воздухом, постоять. Вот не снял я здесь, вот не успел. Справа такой поворотик на гравийную дорогу, и там машинки 3-4 стоит. Они так якобы, оп, и в нужный момент вдруг окажутся в очереди. Вот, если договорятся с кем-то. Как это происходит, не знаю. Впереди вижу, по-моему, это транспортная инспекция стоит. Ну, вот мы практически подъехали к таможенному терминалу. Я знаю, те, кто водители, кто ездит много, конечно, многие здесь были много раз. И знают все досконально, все, что здесь находится. Вот я же этого не знаю, но просто предполагаю, что вот это и есть таможенный терминал. Какие-то склады, наверное, временного хранения, может, какие-то с правой стороны. Вот впереди нас едет через... Вот фура впереди, машинка едет. Вот как-то вот она едет и в очереди не стоит. Даже не одна. Вот. Контролирует порядок сотрудник ДПС.
еще один. Ну, я вот дальше уже я не поеду. Я здесь на этом кругу разворачиваюсь. И поеду домой. Вот такой длительный 27-минутный ролик получилось снять. Значит, 27 минут мы ехали вдоль очереди. Много это или мало, решать, конечно, вам. Но я так думаю, что это просто очень тяжелый хлеб у водителей, у шоферов. На этом все. Спасибо всем. До свидания.